Ну привет, любители разгона! Сегодня у меня интересный автомобиль. Это Land Rover Discovery Sport 2018 года. Под капотом здесь турбодизель 2 литра, новое поколение Ingenium, выдающий 180 лошадей и 430 момента. Полный привод, 18 колеса и 9-ступенчатый классический автомат. Как заявляет производитель, что данный автомобиль разгоняется за 8,9 секунды до 100. Не самый лучший показатель по рамкам 2018 года, но этот автомобиль берет другим. Во-первых, у него очень хорошо и эффективно работает полный привод. Во-вторых, он имеет такой классический строгий вид, кому-то это понравится. В-третьих, здесь достаточно места как спереди, так и сзади. И здесь объемный багажник. Этим автомобиль интересен. И когда многие слышат, что у тебя Land Rover, они думают, что это безумный ценник. И давайте по традиции обратимся ко втору и посмотрим, какую цену имеет данный автомобиль. Я выбрал Land Rover Discovery Sport от 180 лошадей. У нас есть 44 предложения по всей России. И цены это автомобили с пробегом стартуют от 1 800 000, 1 823 000, 1 847 1 850, 48 тысяч пробега. Сразу скажу, что для этого автомобиля это вообще не пробег, и в целом это адекватная цена. Если же мы с вами посмотрим новые автомобили, то на 180 лошадей ценник стартует 2 965. Но есть хитрость. У этого автомобиля бывает еще 2 литра 150 лошадей. Это абсолютно одинаковый двигатель, у них абсолютно одинаковая коробка, и поэтому вы без проблем можете купить 150 лошадей, это ценники будут где-то в районе 2600, и увеличить мощность. И напишите ваше мнение, 2600, 2800 это дорого для такого автомобиля или нет? С этими объявлениями вы можете познакомиться на Автору, ссылка будет в описании. Явным минусом этих автомобилей является то, что они не совсем динамичны. Но сегодня за бортом у нас 15 градусов, это турбо, поэтому, возможно, погода на стороне этого автомобиля. Пробег 1200 километров. Я нажимаю тормоз, поворотом выбираю передачу, драйв, и мы начинаем движение. Климат полностью выключен, система стоп-старт выключена, Race Logic у нас готов, системы безопасности включены и педаль в пол. Пауза. Не динамично. Вовсе не динамично. $10.41. Педаль в пол. Просто для гражданской езды. 10.24. То есть 10.3, 10.4 в среднем в эту сторону. Сегодня есть явный угловой ветер, но, надеюсь, сильно не повлияет. В обратку. Педаль в пол. Ну, вы сами видите, как автомобиль разгоняется. Повторюсь, берет он просто другим. $10.62. Ну, очень далеко до паспорта. Кто смотрел Range Rover Sport, он тоже не показал паспорт. 10.47. Я придавливаю шайбу управления коробкой передач, включаю спорт режим и педаль в пол. На этом автомобиле, по сути, спорт режим не дает нам какой-то динамики со старта. Он увеличивает обороты, он держит дольше нижнюю передачу, и тем самым где-то в движении вы будете двигаться более динамично. У нас полный бак дизеля. $10.17. Спорт режим. Педаль в пол. Чуть-чуть бы порезче на старте, и все было бы отлично. 10.03. Спорт режим. Педаль в пол. 10.41. Отключил систему динамической стабилизации. Левая нога на тормозе, правой удерживаю газ. И примерно с 2300, с 2400 стартую.
9,61. Ближе к паспорту. С 2 педалей. Левая нога на тормозе. Правую удерживаю. Оно опять где-то с 2,5 вы видели. 9,57. Мы уже с вами в среднем понимаем, да, что 10 секунд 10,2 в обычных режимах. Из 2 педалей 9,6, 9,5. Ну и бонус. Старт с 2 педалей. Системы безопасности я тоже отключаю. И плюс подрулевые лепестки. Перевожу в первую передачу. Левая нога на тормозе. 2,500. Сам переключает. Но нет смысла, понимаете, вмешиваться в его работу. Потому что действительно где-то на 4000 есть смысл переключать передачу. Красиво, да, так? 5-я передача. А здесь 9-ступка. $9,89. Включу системы безопасности. Левая нога на тормозе. Кстати, на удивление не перегреваются тормоза, их не бьет. Это действительно радует. 9,57. До паспорта этот автомобиль однозначно не доедет. Либо ему нужен чип, либо усилитель педали газа, чтобы брать вот эту паузу. Иначе он паспорт не покажет. Спорт-режим, подрулевые лепестки и старт с 2 педалей. Хочется второй начать движение. На моем канале есть комментаторы, которые вечно ругают Race Logic. Они говорят, что это он неверно измеряет. Вы всегда можете мои разгоны проверить в интернете. И у коллег моих в таком же разрезе 9,6-10,3 показывает разгон этого автомобиля. 9,98. Спорт-режим, ручное переключение, старт с 2 педалей. 9,89. То есть где-то сходимся на середине 9,7, 9,8. Ну что, уважаемый зритель, вот так вот мы разгоняли Land Rover Discovery Sport 2018 года. Да, кстати, борода вернулась. Напишите ваше мнение, что вы думаете про этот разгон. Я от себя добавлю и повторюсь, что никогда именно в гражданских автомобилях Land Rover не славился разгоном. Берут эти автомобили абсолютно другим. Этот движок достаточно интересен, и он хороший именно когда ты уже вот движешься, к примеру, 20-30 километров и начинаешь движение, вот тогда момент отлично подхватывает. С нуля же и пошел, увы, есть пауза, увы, есть задержка. Но в любом случае я жду ваше мнение. Я каждого из вас жду в своих социальных сетях. Это ВКонтакте, Facebook, Instagram. Пожалуйста, поставьте колокольчик, иначе вы не узнаете о выходе новых видео. Ну и каждого из вас я буду рад видеть в числе моих подписчиков. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч и пока-пока.